Days Gone ремастер, Alan Wake ремастер, Dark Souls ремастер, Resident Evil 2 ремейк, Dead Space ремейк. Да кто эти ваши ремастеры и ремейки и почему их все покупают? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в данном видеоролике. Всем привет! Вы на канале MPG, и сегодня мы разберем понятие переизданий, а также почему они не теряют свою актуальность. Не забывайте прожимать лайк, подписку и колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну а мы начинаем. Для начала было бы неплохо понять, что это вообще такое. Само понятие ремастеров и ремейков в игровую индустрию пришло из кино и означает, что над материалом была произведена некая работа. Главным отличием является величина этих изменений. Первые появились еще в 1910-х. В основном это были новые экранизации классической литературы. Например, рождественские песни Чарльза Диккенса. А ремейки в классическом понимании появились позже. В 60-х создавали переиздания, адаптированные под национальный рынок. Так, «Семь самураев» 1954 года превратились в великолепную семерку, вышедшую в 60-х. Массовое производство ремейков началось в 80-х годах и продолжается до сих пор. «Лицо со шрамом» 1983, «11 друзей Оушена» 2001, «Отступники» 2006. Все эти фильмы считаются оригиналом, но это не так. Например, сюжет о грабителях казино был снят еще в 70-х по оригинальному сценарию. Ремастер в кинематографе — это первоначальная версия фильма, в котором улучшена графическая часть. Можно вспомнить любой черно-белый фильм, который впоследствии раскрасили. Такое будет считаться ремастером. В игровой индустрии действуют те же правила. Например, в The Last of Us Remastered на PS4 по сравнению с версией для PS3 были улучшены текстуры, разрешение, да и в целом вся графическая составляющая. Или же рассмотрим Batman Return to Arkham. Это ремастер первых двух частей Бэтмена на движке Unreal Engine 4. В игре помимо текстуры разрешения улучшили освещение, добавили капли дождя на плащ. Но в остальном это остался все тот же Бэтмен седьмого поколения консолей. Это говорит нам о том, что даже перенос игры на другой движок с улучшением графики делает из оригинала лишь ремастер. А вот ремейки — это уже нечто другое. Ремейк — это проект, основанный на исходном шаблоне, но сделанный с нуля. Иногда от оригинала может быть взята только идея, тогда как остальное продумано совершенно с другой точки зрения. За примерами далеко ходить не надо. Недавно вышедший Silent Hill 2 от польской команды разработчиков Bloober Team тоже является ремейком. В игре за основу взят сюжет и концепция survival хоррора, а все остальное видоизменено или добавлено. Например, сделали камеру из-за спины, чего в оригинале не было. А если вы хотите увидеть видео, посвященное Тихому холму, то пишите в комментариях. Для закрепления материала рассмотрим еще один пример из мира игр – Black Mesa. Данный проект является ремейком первой Half-Life, так как полностью сделан с нуля и не имеет ничего от оригинальной версии. Давайте подытожим. Ремастеры — это просто улучшенная версия себя, а ремейки — это проекты с видоизмененной идеей оригинала, сделанные с нуля и имеющие какие-то шаблоны. Если мы что-то пропустили или ошиблись, то поправьте нас в комментариях. Фух, ну вроде бы разобрались. Теперь появляется вопрос, а для кого все это? Сейчас мы вам поясним. Любой издатель понимает, что основная целевая аудитория данных проектов — это ветераны, которые крайне консервативны, и изменения в любом виде могут принять в штыки. Поэтому разработчики очень аккуратно используют в своем лексиконе понятие ремейк, предпочитая называть все ремастерами, что приводит к путанице в понимании терминов. Игровая индустрия — вещь довольно молодая, и свою массовую популяризацию получила в начале нулевых. Люди, игравшие в них раньше, уже выросли, захотели поностальгировать, однако на новых платформах эти игры работают некорректно. Именно это общество и порождает спрос на переиздания, а где есть спрос, там и предложение. Прелесть всей этой затеи в том, что подобные проекты будут приносить доходы еще много лет. Таким образом, имеется постоянный цикл подрастающего поколения, которое вновь и вновь, подвергаясь чувству ностальгии, создает повышенный спрос. А что продалось один раз, продастся и второй. Даже вечные переиздания Скайрима купили 60 миллионов раз. Для сравнения, таким же тиражом продалась вся трилогия Ведьмака. А вышеупомянутый Тихохолмск 2, вышедший на PlayStation и ПК, за 3 месяца продался более 2 миллионов раз. Выпуская переиздания, компания попадает сразу в две целевые аудитории.
Старые фанаты, которые купят любимую игру детства из-за ностальгии, и новички, которые хотят прикоснуться к культовому проекту, доведенного до стандартов геймерской индустрии. Главным амбассадором ремейков и ремастеров является Nintendo. Из примеров можно вспомнить The Legend of Zelda Link Awakening, которая была перевыпущена для Nintendo Switch. Если вы возьмете любую знаковую игру, которая вышла 15 лет назад, и решите ее улучшить, то фанатское сообщество неимоверно будет счастливо. Сказал Питер Делтон, технический директор Bluepoint Games. Эта студия сделала ремастер Metal Gear Solid, ремейки Demon's Souls и Shadow of the Colossus. С выходом 8-го поколения консолей начался тренд на ремастеры, что особенно заметно сейчас, когда внутренние студии Sony уже какой год клепают не особо-то и нужные переиздания. Первой в голову приходит Naughty Dog, над которой много стебались из-за данной ситуации. Студия за 2 года выпустила аж 3 сомнительных ремастера, и ведь все эти переиздания покупают. Мирские законы гласят, что каждые 30 лет все возвращается на круги своя. Мы подрастаем и начинаем скучать по старым временам. Вследствие этого игры и мода будут без конца возрождаться. Именно поэтому нас впереди ждет еще множество переизданий старых игр. О своих любимых ремейках и ремастерах вы можете рассказать у нас в комментариях. На связи был Искандер, а вы смотрели MPG. Услышимся в следующем видеоролике.